Всем привет! И в этом видео мы поговорим про сепарацию зубов. Ортодонты очень часто позиционируют сепарацию как такой способ решения всех ортодонтических проблем, а в частности способ устранения дефицита места, один из основных. В этом видео мы разберемся, что такое сепарация, насколько она вредна для зубов, как ее проводят, какие ее есть виды, и также обязательно поговорим про 5 ситуаций, в которых применяется и помогает сепарация, и не забудем про случаи, в которых сепарации будет явно недостаточно. Обязательно пишите в комментарии ваши впечатления от сепарации. Нашим подписчикам будет очень интересно узнать, что вы чувствовали, было ли больно или неприятно. Итак, сепарация – это пришлифовывание зубов в пределах эмали. Ортодонт пришлифовывает контактные поверхности зубов для того, чтобы создать дополнительное место и в рамках борьбы с дефицитом места в зубном ряду. Используется эта процедура в равной степени как на брекетах, так и на элайнерах, а на последних может даже и больше. Общий объем сепарации сильно зависит от размеров и формы зубов. Чем более крупные и более треугольные зубы, тем больше мы можем насепарировать. И наоборот, на маленьких зубах с более правильной прямоугольной формой объем сепарации может быть очень небольшой. Так или иначе, совокупный объем сепарации в среднем это 3-4 мм в норме, если просепарировать все зубы фактически от пятерки до пятерки, как это зачастую и делается. То есть супер большой дефицит места, как на этих фотографиях, к сожалению, устранить только с помощью сепарации не получится. Объем вмешательств очень небольшой. Максимально допустимая величина сошлифования эмали всего лишь четверть миллиметра. Вдумайтесь, это действительно очень небольшая величина, а иногда сепарация еще и меньше, то есть четверть миллиметра это максимум. Нередко после сепарации промежутки даже плохо видны невооруженным глазом. Данная манипуляция не приводит к увеличению чувствительности зубов, потому что есть участки, например, на передней и задней поверхности зубов, со стороны губ, щек и языка соответственно, где изначально намного более тонкая эмаль, например, до миллиметра. И обычно, если чувствительность возникает, то она локализуется именно там. К возникновению кариеса сепарация тоже обычно не приводит, потому что, как я уже сказал, 80% эмали остается на месте, и мы, если нормально следим за зубами, то все будет хорошо и так, и так. А если за зубами не следить, то кариес проест и 1 мм, и 1,5, и 2. Просто в первом случае это займет на пару месяцев меньше. Сама процедура может осуществляться по-разному, либо с помощью металлических штрипс, либо бором. В первом случае объем эмали убирается совсем небольшой, и часто это используется в самом начале, когда нужно либо чуть-чуть совсем подшлифовать зубы, либо когда большая скученность и нельзя еще орудовать бором. Сепарация бором применяется, когда уже зубы более или менее ровные, и надо просепарировать сразу довольно большую группу зубов и на максимальный возможный объем, то есть на четверть миллиметра каждую поверхность зуба. В этом случае сепарация с помощью штрипс займет часы. Соответственно, чтобы все успеть, используется бор. В первом случае болевые ощущения как таковые отсутствуют, но неприятные ощущения достаточно сильно выражены. То есть это нечто сродни подпиливанию ногтей, я думаю, девушки поймут, только на зубах. Но анестезии как таковой не требуется, и в принципе большинство пациентов вполне это терпит, хотя никому, естественно, это не нравится, в том числе и ортодонтам. Что касается сепарации с помощью боров, то это полностью безболезненная процедура при правильном выполнении. Единственное, что она требует большей квалификации от ортодонта, потому что чисто технически ее сложнее провести. Сепарация необходима полная от самой верхушки до десны, при этом десну важно не задеть, чтобы не осталось ступенек. Потому что если возникает ступенька, то она будет препятствовать закрытию этого промежутка. После сепарации бором чаще всего необходимо пришлифовать вот эти поверхности, штрипсы, еще чтобы у нас осталась гладкая эмаль без каких-либо выемок и так далее. Главная задача сепарации – это устранение дефицита места. Об этом мы сняли подробное видео, вот, посмотрите, если интересно, но оно больше для врачей.
Если у нас имеется дефицит места, то сепарация, как я уже говорил в самом начале, позволяет сделать каждый зуб немножечко меньше и, соответственно, какую-то часть дефицита места убрать. Это очень актуально для небольших проблем, когда у нас скученность зубов умеренная. Чем более выраженная скученность, тем меньше шансов, что одной сепарации будет достаточно для того, чтобы ее разрешить. Например, вот в этом и этом случае сепарация явно будет недостаточно. В этих случаях применяется либо дистализация, в которой мы говорили в этом видео отдельно, либо применяется удаление зубов, но это крайняя мера, когда уже скученность зубов максимально большая, и ни сепарация, ни дистализация, ни какие-либо другие методы нам, к сожалению, не помогут. Проблема номер 2, которую решает сепарация, это протрузия, то есть избыточный наклон зубов. К сожалению, так как сепарация возможна только в не очень большом объеме, то есть примерно 4 мм на челюсти можно насепарировать в сумме, то и устранить очень большой наклон с ее помощью не получится, то есть максимум мы можем убрать 5-7 градусов наклона при самом благоприятном раскладе. То есть вот в подобных случаях, когда нужно убрать 15 градусов наклона, сепарация сама по себе не поможет, к сожалению. Проблема номер 3 – это несовпадение центров верхнего и нижнего зубных рядов. Для их коррекции всегда необходимо место. С этим нам может помочь сепарация. Но даже при самом благоприятном раскладе с помощью сепарации можно скорректировать центр примерно на 1-2 мм относительно друг друга. Если же несовпадение у нас заметно больше, то одной сепарации опять же будет недостаточно. Пункт номер 4. Сепарация часто применяется на начальных этапах лечения, когда мы устраняем скученность. В этом случае мы немножко пришлифовываем зубы, обычно это нижние резцы в местах максимальной скученности. Это позволяет нам уменьшить объем побочных эффектов, а также ускорить выравнивание зубов относительно друг друга. И причина номер 5, в которой мы используем сепарацию, это неправильная форма зубов. К сожалению, иногда бывает, что зубы у нас не совсем правильной формы, то есть они скорее не прямоугольные, а треугольные. Поэтому при их выравнивании, во-первых, они занимают больше места в зубном ряду, а во-вторых, образуются черные треугольники, как на картинке. Это пространство между зубами и десной. Здесь мы ортодонтически не сможем ее устранить до тех пор, пока немножко не скорректируем форму зубов. Поэтому в этих ситуациях используется сепарация для того, чтобы сделать из треугольных зубов чуть более прямоугольные и, соответственно, уменьшить величину этих самых черных промежутков. Подводя итоги, сепарация – это важный элемент ортодонтического лечения, который в той или иной степени по разным причинам и на разных этапах лечения используется почти у 2/3 пациентов. Но так как сепарация очень ограничена в объеме, серьезные проблемы только с ее помощью не решить. Если это видео было вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и смотрите другие наши работы. До встречи в новых видео. До свидания.